Добро пожаловать на мой канал. С вами Валентина Лыкина. В этом видео я покажу, как связать корзинку с интересным узором, напоминающим веточки ели. Вы можете вязать из трикотажной пряжи, шнура или джута. Выбирайте ту пряжу, которая вам больше нравится. Я в мастер-классе буду использовать трикотажную пряжу бисквит. Это ниточка лицевой нарезки шириной 7 миллиметров. В моточке 330 грамм на 100 метров. И для того, чтобы связать две корзинки, одна диаметром 10, вторая диаметром 15 сантиметров, вам понадобится всего лишь один моточек трикотажной пряжи. Для вязания необходим крючок номер 7. Можно использовать шестерку или восьмерку, но мне удобнее вязать этот узор крючком именно 7. Где приобрести необходимые материалы? Ссылочку на сайт я для вас оставлю в описании под этим видео. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. Для того, чтобы ниточка не перекручивалась, используйте подставку для пряжи. Так вы обеспечите себе равномерную подачу нити. Ссылка на мастер-класс по изготовлению такой подставки для пряжи ждет вас в описании под этим видео. Приступим к вязанию. Для начала необходимо подготовить донышко для корзины. Все ряды я буду закрывать вспомогательной нитью, поэтому отмеряю ее в самом начале. Для корзинки диаметром 10 сантиметров и высотой 6 сантиметров понадобится вспомогательная нить около 60 сантиметров. Для корзинки диаметром 15 сантиметров и высотой около 8 сантиметров вам понадобится ниточка 80-100 сантиметров. Отмеряем эту нить, делаю кольцо амигуруми. Ввожу крючок в получившееся кольцо, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее. Опять захват рабочей нити, провязываю подъемный столбик. В это кольцо необходимо провязать всего 6 столбиков без накида. Первый я уже провязала, ввожу крючок в кольцо, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее. Опять захват рабочей нити, провязываю второй столбик. Таким же образом вяжу третий, четвертый, пятый. И на шестом будем закрывать этот ряд. Вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем, отпускаем рабочую нить. И теперь с помощью вспомогательной ниточки затягиваем это кольцо, расправляя все эти петли. Затянуть необходимо максимально для того, чтобы в дальнейшем это колечко не растянулось. Кольцо затянуто, и переходим на завершение ряда. Я захватываю вспомогательную нить и протягиваю под всеми петлями на крючке, полностью ее вытягивая. Теперь необходимо проложить вот такую петельку между последним и первым столбиком. Я нахожу первый столбик, второй столбик. Между ними под верхнюю петлю с обратной стороны за 2 ниточки ввожу крючок. Захватываю вспомогательную нить и полностью ее протягиваю. Теперь необходимо ее вернуть в ту точку, откуда она вышла. С обратной стороны нахожу дужку, это задняя стенка от столбика, и центр петли, откуда вышла вспомогательная нить. Захватываю ее и полностью протягиваю. Так закрывается этот ряд. Необходимо подтянуть все петли до одной величины. Вяжем второй ряд. Вводим крючок в центр столбика предыдущего ряда таким образом, чтобы он вышел в той точке, где завершили вязание, где располагается вспомогательная и рабочая нить. Захватываем рабочую нить и выводим ее на лицевую сторону. Захват рабочей нити и провязываем подъемный столбик.
Во втором ряду необходимо в каждый столбик предыдущего ряда провязать по 2 столбика без накида. Нашла ту точку, где начала вязать. Здесь я провязала первый столбик, вяжу второй, ввожу крючок в эту же точку, захватываю рабочую нить, вытягиваю, опять захват рабочей нити, провязываю столбик. Перемещаюсь на следующий столбик, также в его центр ввожу крючок. По обе стороны у меня ниточки, с обратной стороны дужка, по бокам также располагаются ниточки. Захватываю рабочую нить, вытягиваю ее, опять захват рабочей нити, провязываю первый, и в эту же точку я провязываю второй столбик. Перемещаюсь далее и также в центр столбика предыдущего ряда провязываю 2 столбика. Так я вяжу до конца этого ряда. На последнем столбике закрываем ряд. Ввожу крючок в ту точку, где должна провязать второй, захватываю рабочую нить, вытягиваю. Отпускаю рабочую нить и перехожу на вспомогательную. Захват вспомогательной нити, протягиваю ее полностью. Теперь необходимо проложить такую петлю между последним и первым столбиком. Находим первый столбик и второй, то есть это у нас первая прибавка. За верхнюю петлю, состоящую из 2 ниточек, ввожу крючок, захватываю вспомогательную нить и полностью протягиваю под этой петлей. Теперь эту ниточку необходимо вернуть в ту точку, откуда она вышла. Переворачиваю, с обратной стороны вижу вот такие дужки, под нее ввожу крючок, а также направляю крючок в центр петли, откуда вышла вспомогательная нить. Захват вспомогательной нити и возвращаю ее в эту же точку. Так закрываются все последующие ряды. Во втором ряду у вас должно получиться 12 столбиков. Вяжем третий ряд. Выполняем подъемный столбик в той точке, где завершили вязание. В третьем ряду мы будем также формировать прибавки, но между ними добавится один одиночный столбик. Таким образом мы будем выполнять чередование 1 одиночный и прибавка, состоящая из 2 столбиков в одну точку. Прибавки необходимо провязывать на второй столбик прибавки второго ряда. То есть вот она, прибавка второго ряда. На первый столбик провязываем 1 одиночный, на второй столбик провязываем прибавку, состоящую из 2 столбиков в одну точку. Здесь у меня первый уже провязан, дополняю вторым, ввожу крючок в это же отверстие, захватываю рабочую нить и провязываю второй столбик. Выполнила прибавку. В следующую точку вяжу 1 одиночный. Далее у меня второй столбик прибавки второго ряда, провязываю прибавку в третьем ряду, первый, и в эту же точку я вяжу второй. Далее у меня опять одиночный и повторится прибавка. Так я чередую до конца этого ряда. Третий ряд закрывается аналогичным способом, как и все предыдущие. Делаете подъемный столбик на следующий ряд. В третьем ряду у вас должно быть 18 столбиков без накида. Вяжем четвертый ряд. Здесь у нас увеличится интервал между прибавками и будет составлять уже 2 столбика без накида. И прибавки будем провязывать между прибавками прошлого ряда, то есть на вот этот один одиночный столбик. Запутаться просто невозможно. Там, где я сделала подъемный столбик, у меня как раз одиночный столбик предыдущего ряда. Здесь я буду формировать прибавку. Провязала первый столбик и в эту же точку довязываю второй. Прибавка выполнена. Вяжу 2 одиночных в следующие 2 столбика. Первый одиночный и второй одиночный в следующую петлю. Далее у меня
один одиночный столбик третьего ряда. Здесь я должна формировать прибавку, провязав 2 столбика в одну точку. Провязала первый и второй. Так я чередую до конца этого ряда. Далее вяжу 2 одиночных и опять прибавка. В четвертом ряду у вас должно получиться 24 столбика. Здесь хочется отметить, что диаметр моего круга составляет 10 сантиметров. И если вы вяжете корзинку такого диаметра, то на данном этапе можно остановиться. Но обязательно замеряйте и учитывайте вашу плотность, потому что все мы вяжем по-разному. И если вы вяжете очень плотно, то, возможно, придется провязать еще один ряд. Начиная с 5-го ряда мы формируем прибавки одинаково. Находим точку, где у нас выполнялась прибавка в предыдущем ряду, вот она. И на следующий столбик выполняем прибавку, состоящую из 2 столбиков в одну точку. Это один из способов вязания идеального круга, и я считаю, он самый элементарный. И запутаться невозможно. Но главное следить за тем, где у вас располагаются эти прибавки. Начинаем с той точки, где завершили вязание. Делаем подъемный столбик и начинаем провязывать. В каждом последующем ряду у нас будет также увеличиваться интервал между прибавками. В 5-м ряду это будет 3, в 6-м 4 и так далее. Всегда будет увеличиваться на 1 столбик. Здесь мне необходимо провязать вот эту прибавку прошлого ряда одиночными столбиками. Далее, после прибавки на следующий столбик я провязываю прибавку в этом ряду. В следующий столбик я ввожу крючок, провязываю первый и в эту же точку провязываю второй столбик. Таким образом я выполнила прибавку. Далее вяжу 3 одиночных столбика и сразу после этой прибавки на следующий столбик выполняю прибавку. Таким способом вы вяжете необходимое количество рядов для донышка вашей корзины. Для получения круга диаметром 15 сантиметров я провязала 7 рядов. Переходим к обвязке соединительными столбиками. Переворачиваем заготовку и перекидываем вспомогательную нить на эту сторону. Вводим крючок под верхнюю петлю, состоящую из 2 ниточек, в той области, где располагается рабочая нить. Захватываем ее и вытягиваем на лицевую сторону. Перемещаемся под следующую петлю, вводим крючок, захватываем рабочую нить и провязываем соединительный столбик. Перемещаемся далее, также вводим крючок, захватываем рабочую нить и провязываем очередной соединительный столбик. Так вы двигаетесь до конца этого ряда. У меня на канале есть подробное видео по обвязке соединительными столбиками. Там я рассказываю все главные нюансы. Можете перейти по ссылочке в описании. Из последней точки, там где необходимо провязать соединительный столбик, мы уже захватываем вспомогательную нить, полностью ее вытягивая. Теперь необходимо завершить этот ряд такой же петлей, соединив первую петлю и последнюю. Вводим крючок под первую петлю этого ряда за 2 ниточки. Захватываем вспомогательную нить и полностью ее протягиваем. Теперь необходимо вернуть ее в ту точку, откуда она вышла. Переворачиваем и вводим крючок под верхнюю петлю, состоящую из 2 ниточек, и в центр петли, откуда вышла вспомогательная нить. Захватываем эту нить и полностью протягиваем. Так закрыли этот ряд. Теперь необходимо выполнить ВТО. Как это сделать, у меня на канале есть подробное видео. Переходите по ссылочке
и отпаривайте хорошо вашу заготовку. Вяжем корпус корзинки. Находим ту точку, где завершили вязание. Здесь рабочая, тут вспомогательная. Между ними вводим крючок под петлю и под дужку. Это задняя стенка от столбика. Таким образом я захватила 2 ниточки. Вот так это выглядит. Захватываю рабочую нить и вытягиваю ее на лицевую сторону. Захват рабочей нити, провязываю столбик. Теперь необходимо в этой области провязать столбики без накида за вот эти петли. То есть вводим крючок в центр петли за одну нить и подхватываем дужку. Это задняя стенка от столбика. Захват рабочей нити, вытягиваем, опять захват рабочей нити, провязываем столбик. Так мы двигаемся до конца этого ряда. Завершаем ряд и делаем подъем на следующий по такому же принципу, как и во всех предыдущих случаях. Начиная со второго ряда мы будем формировать узор, раппорт которого составляет 3 петли. Первая петля это протяжка вправо, вторая петля это столбик без накида, третья петля это протяжка влево. Итого 3 петли. Каждый ряд мы начинаем всегда одинаково, то есть с центральной точки, там где провязывали вторую петлю, то есть столбик без накида. Протяжки мы будем формировать на один ряд ниже от основания петли, которую сейчас провязали, то есть в данном случае из основания столбика первого ряда. То есть куда мы провязывали столбики без накида в первом ряду, туда мы будем вводить крючок, и первая петля протяжка, которая направлена вправо, будет сформирована в конце ряда, в последнюю петлю. Далее у нас располагается вторая петля, и третья петля также из этой точки формируется влево и присоединяется к столбику, который располагается после провязанного столбика, то есть второй петли. Вводим крючок в основание первого ряда. Обратите внимание, как располагается рабочая нить. Она всегда должна быть к вам обращена ребром изнанки. Захватываю рабочую нить. Обратите внимание, как я это делаю. Протягиваю ее через основание. Вытягиваю на высоту петли, которая у меня сейчас на крючке. Эта петля не должна быть стянута, не должна быть перекручена. Обратите внимание, что она ровно располагается и лицевой стороной пряжи. Ее мне необходимо зафиксировать к следующей точке, то есть столбику без накида, который располагается следом после провязанного подъемного столбика. Я ввожу крючок в центр этого столбика, по обе стороны должны быть ниточки, с обратной стороны дужка и по бокам также 2 ниточки. Я захватываю рабочую нить, протягиваю ее через основание. Эта ниточка тоже не должна быть перекручена. Сейчас на крючке 3 петли. Последнюю, которую сейчас вытянула, протягиваю под протяжкой. Таким образом я зафиксировала ее к основанию корзины. На крючке у меня сейчас 2 петли. Я захватываю рабочую нить и провязываю через 2 эти петельки. Так я провязала первый раппорт. Напомню, что первую петлю, которая направлена вправо, я провяжу в конце ряда. Далее у меня следует второй раппорт, состоящий также из 3 петель. В центральную мы будем провязывать столбик. Из основания будем формировать протяжки вправо и влево. Первая протяжка, первая петля формируется вправо, фиксируясь к первой петле этого раппорта. Я ввожу крючок, отступая, пропускаю вот этот один столбик, следующий, его основание ввожу крючок. Захватываю рабочую нить, я как бы крючок накидываю на ниточку. Протягиваю через основание, вытягиваю на высоту
петли, которая у меня располагается на крючке. И сейчас мне необходимо развернуть эту петлю. Я крючок опускаю вниз, вот таким образом, подтягиваю вверх, нахожу столбик, в который должна зафиксировать. Он располагается сразу после предыдущего раппорта. В его центр ввожу крючок. Обязательно здесь проверяйте, чтобы по обе стороны были ниточки. С обратной стороны это будет выглядеть вот таким образом. Захватываю рабочую нить, обратите внимание, что она у меня не перекручена, и крючок располагаю от себя. Вот таким образом захватываю и протягиваю через основание и следом через протяжку. Посмотрите, эта петля не перекручена. Это за счет того, что я захват делала вот таким образом и тянула рабочую нить за собой. Сейчас у меня на крючке 2 петли осталось. Я делаю захват рабочей нити и довязываю эту петлю. Первая протяжка сформирована. В следующий столбик над точкой, где мы вытягивали протяжку, я ввожу крючок и провязываю столбик без накида. Вяжу его как обычно. Провязана у меня вторая петля раппорта и формирую третью. Я опускаюсь в точку, где провязывала первую петлю, ввожу в основание крючок, опять захватываю рабочую нить, вытягиваю ее. Важно, чтобы эта ниточка не была перекручена. Высота должна быть на высоту петли, которая сейчас на крючке. И в следующую петлю от провязанного столбика я ввожу крючок, захватываю рабочую нить, протягиваю. Сейчас на крючке 3 петли. Протягиваю под протяжкой эту петлю, захват рабочей нити и довязываю столбик. Таким образом я сформировала второй раппорт. Следующий вяжу также. Пропускаю одну петлю, один столбик, под следующий в основание ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю, разворачиваю эту петлю, ввожу крючок в центр столбика, захватываю рабочую нить, протягиваю через основание и через протяжку, вытягиваю эту петлю, захват рабочей нити, провязала столбик. Следующую петлю над точкой, где вытягивала первую протяжку, я провязываю столбик без накида, ввожу крючок в основание, где формировала протяжку, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее, в следующий столбик ввожу крючок, захватываю рабочую нить, протягиваю через протяжку и довязываю столбик. Так вы повторяете до конца этого ряда. На последнем столбике, так же как и в предыдущих случаях, мы закрываем этот ряд. Здесь у меня последняя петля, к ней я буду фиксировать протяжку номер 1, которая направлена вправо, для того, чтобы довязать этот раппорт. Я ввожу крючок в основание, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее, разворачиваю крючок, ввожу его в центр столбика, к которому необходимо ее зафиксировать, захватываю рабочую нить, протягиваю через основание и через протяжку, вытягивая на высоту, как обычный столбик. На данном этапе мы отпускаем рабочую нить и переходим на вспомогательную. Захватываем вспомогательную нить, протягиваем полностью. Таким образом мы будто бы довязали этот столбик. Теперь необходимо проложить вот такую же петлю между последним и самым первым столбиком. Я нахожу первый столбик, который провязывала в этом ряду, и следующий, там, где у меня провязана протяжка. Между ними под верхнюю петлю я ввожу крючок. Захватываю вспомогательную нить, протягиваю ее полностью, и теперь необходимо ее вернуть в ту точку, откуда она вышла. Переворачиваю, с обратной стороны ввожу крючок
под дужку и в центр петли. У меня на крючке сейчас 2 ниточки. То есть мы делаем все то же самое, что и в предыдущих рядах. Захватываем вспомогательную нить и довязываем таким образом, закрывая этот ряд. Второй ряд завершен, и здесь хочется отметить, обязательно следите за тем, насколько равномерно у вас ложатся петельки, чтобы они были ровны и не перекручены. От этого зависит внешний вид вашей корзины. И даже если с первого раза что-то не получается, поверьте, чем больше вы будете вязать этот узор, тем лучше он будет у вас получаться. Напишите в комментариях свои впечатления от вязания этого узора. Я думаю, эта информация будет полезна новичкам и тем, кто боится пробовать какие-то такие сложные узоры, хотя они вяжутся довольно просто. Здесь важно ваше внимание. Продолжаем вязание. На очереди у нас третий ряд, и все последующие формируются аналогичным способом. Мы всегда начинаем с центрального столбика. Для этого мы поднимаем рабочую нить вверх, и вот она, эта петля, которую мы провязываем первой. То есть это вторая петля раппорта узора. В центр этого столбика вводим крючок, захватываем рабочую нить и провязываем подъемный столбик. Он по счету у нас в раппорте второй. Первый мы провяжем в конце ряда, так же как и в предыдущем случае. И довязываем третью петлю этого раппорта, это протяжка влево. Для этого мы опускаемся на один ряд ниже, это на один ряд выше, эта точка находится от той точки, где мы провязывали в предыдущем ряду. Вводим крючок в основание столбика второго ряда, получается, захватываем рабочую нить, вытягиваем ее. Теперь необходимо эту протяжку зафиксировать к столбику, который мы фиксировали протяжку предыдущего ряда. Я в этот столбик ввожу крючок, захватываю рабочую нить, протягиваю, фиксирую протяжку, захват рабочей нити и довязываю столбик. Так я провязала часть этого раппорта. Переключаюсь на следующий. Здесь нам необходимо первое сформировать вот такую же протяжку. Я нахожу центральный столбик, опускаюсь в его основание и ввожу крючок в основание этого столбика. Захватываю рабочую нить, вытягиваю ее на нужную мне высоту, разворачиваю крючок и нахожу столбик, которым фиксировала протяжку предыдущего ряда. В его центр ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю, опять захват рабочей нити, довязала столбик, зафиксировав протяжку вправо. Далее у меня вторая петля, это столбик без накида. Ввожу крючок в центр столбика и провязываю этот столбик. Следующая петля, номер 3, это протяжка влево. Я ввожу крючок в ту точку, где сейчас провязывала первую протяжку вправо, захватываю рабочую нить, вытягиваю. Теперь мне необходимо ввести крючок в столбик, которым фиксировала протяжку предыдущего ряда. В центр ввела крючок, захватила рабочую нить, провязываю через протяжку. Обязательно расправляю, что у меня перекручено. Захват рабочей нити, фиксирую протяжку столбиком. Так я выполнила второй раппорт. Продолжаем вязать по такому же принципу до конца этого ряда, закрывая его тем способом, который я показывала ранее. Все последующие ряды провязываются аналогичным способом. Мне хватило пряжи на всего 5 рядов, и расход пряжи составил на один ряд 28-30 грамм. У меня остался клубочек вот такой. Вес его составляет 35 грамм. Этого будет достаточно для того, чтобы провязать последний ряд с формированием обвязки. Как мы это сделаем? Просто вместо столбиков вот этих мы будем провязывать соединительные столбики.
Начинаем ряд с той точки, где завершили вязание, поднимаем ниточку, нашли столбик, вводим его в центр крючок, захватываем рабочую нить и вытягиваем на лицевую сторону. Теперь необходимо на эту петлю зафиксировать маркер, для того, чтобы четко понимать, где мы начали этот ряд и где необходимо будет его завершить. Все дальнейшее вязание мы формируем эти протяжки. Вводим крючок в основании столбика, захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю на высоту рабочей петли на крючке, вводим крючок в центр столбика, которым фиксировали протяжку предыдущего ряда, захватываем рабочую нить, протягиваем ее, сейчас у меня на крючке 3 петли, последнюю протягиваю под протяжкой, а затем протягиваю ее под петлей, на которой зафиксирован маркер. Обязательно вот эта петля должна быть лицевой стороной к вам. Первая протяжка зафиксирована. Перемещаемся на следующий раппорт. Также вводим крючок в основание столбика, захватываем рабочую нить, вытягиваем ее на высоту петли на крючке, разворачиваем, как обычно, вводим крючок в центр столбика, которым фиксировали протяжку предыдущего ряда, захватываем рабочую нить, протягиваем через основание протяжку и затем эту же петлю тянем через рабочую петлю на крючке. Так я провязала соединительный столбик. Двигаюсь далее, ввожу крючок в центр столбика, это вторая петля раппорта, захватываю рабочую нить, протягиваю ее через основание столбика, а затем через петлю на крючке. Так я провязала соединительный столбик. Обязательно расправляйте все эти петли, чтобы они лежали лицевой стороной. Двигаюсь далее. Теперь мне необходимо провязать третью петлю в раппорте этого узора. Ввожу крючок в основание, в ту точку, где первую протяжку провязывала, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее, ввожу крючок в столбик, которым фиксировала протяжку предыдущего ряда, захватываю рабочую нить, протягиваю ее через протяжку, а затем через петлю на крючке. Так я провязала очередной соединительный столбик. Двигаемся дальше таким же образом до конца этого ряда. Довязываем последнюю протяжку, направленную вправо, вводим крючок, захватываем и вытягиваем петлю, разворачиваем ее, вводим крючок в центр столбика, захватываем рабочую нить и провязываем полностью через все петли. На данном этапе мы обрезаем ниточку, оставив около 10-15 сантиметров. Вытягиваем ее полностью. И теперь необходимо завершить этот ряд, проложив вот такую же петлю между последней протяжкой и первой петлей, на которой у нас зафиксирован маркер. Вводим крючок под петлю, где у нас зафиксирован маркер, за 2 ниточки, захватываем хвостик обрезанный, полностью его протягиваем, и теперь необходимо вернуть в ту точку, откуда он вышел. Обязательно эту нить расправьте, чтобы она лежала лицевой стороной. Вводим крючок под петлю и в центр петли, откуда вышла эта ниточка. Захватываем этот хвостик и полностью протягиваем. Ряд закрыт, обвязка выполнена, и у меня даже немножко осталась пряжа. Прячем все хвостики в полотно. Корзинки полностью готовы. Оцените этот мастер-класс. Я надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, если до сих пор этого не сделали. У меня для вас еще очень много интересных идей. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!